Знакомьтесь. Это Федор Федорович Томас. Что-то не похож на Федю. Очень уж он загорелый, подумаете вы. И правильно. Потому что мама и папа, американские рабы Ханна и Льюис Томасы, при рождении дали ему имя Фредерик Брюс. Эх, знали бы они, как у их сына сложится жизнь, и куда его выведет кривая судьбы, может и сразу назвали бы Федей. Но они, конечно же, и представить себе не могли, что этот мальчик с маленькой фермы станет баснословно богатым человеком. Да еще не где-нибудь, а в далекой Российской империи. Формально, на момент рождения Фредерика его родители уже не были рабами. За несколько лет до этого рабство отменили. Так что Ханна и Льюис завели небольшую ферму в штате Миссисипи и стали трудиться уже на себя, а не на белых господ. Сами же бывшие белые господа по соседству никак не могли с таким смириться и всячески это демонстрировали. В конце концов, один из соседей-плантаторов даже подал на Томасов в суд. Мол, они вообще незаконно заняли землю. Здраво рассудив, что белый судья, скорее всего, не встанет на сторону черных ответчиков, семейство спешно оставило ферму и переехало в штат Теннесси. Но и там отношения с окружающими у Томасов не задались. Вскоре Льюис Томас был убит в драке с соседом. Отгоревав, юный Фредерик, которому к этому времени было уже почти 20, отправился искать свое счастье подальше от белых фермеров. Увы, но с белыми у него не складывалось независимо от их профессии. Поработав официантом в ресторанах Чикаго и Нью-Йорка, он решил уехать в свободную от расовых предрассудков Европу. Неугомонная натура гнала Томаса с места на место. Лондон и Париж, Брюссель и Канны, Кёльн и Берлин, Милан, Вена и Будапешт. Везде он работал в местных отелях и получал прекрасные рекомендации. В отличие от американцев, европейцы относились к цвету кожи Томаса с доброжелательным любопытством. Говорят даже, что он пользовался огромным успехом у местных девушек. Наконец, в Монте-Карло Фредерик познакомился с одним из российских великих князей, который рекомендовал бойкого молодого человека своему другу в качестве слуги. Но веселая работа в ресторане нравилась Томасу куда больше, чем чинное камердинерство. В 1899 году он устроился поющим официантом в Московский Яр и очень быстро сделал карьеру. Через 2 года он уже был ассистентом главного управляющего. А еще через некоторое время, приняв российское гражданство под именем Федор Томас, он открыл собственное дело. Вместе с 2 партнерами он выкупил пребывающий в упадке увеселительный сад-аквариум. Чтобы лично отобрать лучших артистов для выступлений в аквариуме, Томас специально ездил в Европу. Первый же сезон сделал Федора Федоровича миллионером, а аквариум – излюбленным местом отдыха москвичей. На доходы от аквариума Федор Томас выкупил разорившийся ресторан и сделал из него кафе-шантан «Максим». В отличие от аквариума, доступного для большинства горожан, «Максим» был рассчитан на элиту. Там выступали лучшие европейские танцовщицы и шансонье. Там пели Александр Вертинский и Вера Холодная. Федор Томас прожил в России 20 лет, был трижды женат, завел множество друзей, сколотил состояние. И никогда, по его собственным воспоминаниям, не сталкивался в России с расизмом. С ним дружила вся московская богема, а забронировать столик в его заведениях было практически невозможно. К сожалению, финалу истории черного русского миллионера безрадостный. Революция сломала жизни многим, и ему в том числе. В середине февраля 1917 года Томас выкупил целый квартал в Каретном ряду. Совсем скоро там должны были заработать новые театры и рестораны. Но спустя неделю началась революция. А в начале 1918 года вся недвижимость Томаса была национализирована. В 1919 году ему удалось бежать через Одессу в Константинополь. Там он тоже занимался бизнесом. Открыл кафе, где играли неслыханный тогда еще в Турции джаз. Но повторить российский успех ему не удалось. Из-за нестабильной политической ситуации быстро разорился и оказался в тюрьме из-за долгов. Там он и умер. В нищете и одиночестве, так и не вернувшись в Россию, о которой мечтал до самой смерти.